Доброго времени суток, уважаемый вьювер. В первом видеоуроке данного курса я дал краткий обзор того, что же такое язык программирования C++, что это за инструмент и в каких областях он обычно находит максимальное применение и раскрывается как наиболее эффективный инструмент. Также мы установили среду разработки Visual Studio, которая будет использоваться нами как основная для написания наших программ. В этом же видеоуроке речь пойдет о фундаментальных знаниях Computer Science, которые я таковыми считаю, а именно о минимальной единице хранения информации на компьютере бите. То есть бит — это, по сути, один разряд в двоичной системе счисления, в которой в одном разряде умещается не 10 цифр, да, а всего лишь 2. То есть, по сути, если мы, смотрите, как мы привыкли считать, да, один разряд умещает 0, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А потом уже переходит следующий разряд. Мы ставим единичку, тут остается, в первом разряде остается 0, да? И начинаем уже здесь считать 2, 3, в смысле 1, 2, 3, то есть мы перешли в следующий разряд. То есть единичка пошла в новый разряд, и так мы считаем. Это наша, так сказать, привычная система, десятичная, мы все ее, я думаю, хорошо знаем, но в компьютере информация хранится иным образом. Она хранится в двоичной системе счисления. И здесь в разряд умещаются только два значения. Это либо 0, либо единица. То есть 0, единица. 0, либо единица. И как же будет происходить переход в новый разряд? Да? А ровно так же. То есть как только у вас будет заканчиваться место, так сказать, в разряде, то единичка будет переноситься на следующий разряд. Что это значит? То есть ставим первый разряд, да, 0, потом 1. Хотим добавить еще 1, но у нас уже нет места в этом разряде, поэтому мы переносим единицу как бы в новый разряд, а в том разряде остается нолик. Хотим дальше считать, то есть хотим еще плюс 1, да, то есть 3 сделать. Добавляем еще единицу, так же, как и в нашей десятичной системе счисления. Хотим еще прибавить, но у нас уже эти разряды заняты, соответственно, что? У нас появляется еще один разряд, но эти, соответственно, обнуляются. Вот так. Давайте еще раз, наверное, не совсем понятно, еще раз более точно проследим, да? Ну, не более, может, точно, но просто я думаю, что нужно еще раз повторить. Смотрите, вот есть первый двоичный разряд, да? Просто 0. Дальше мы прибавляем единицу. Соответственно, у нас становится, в разряд двоичный может уместиться 0 и единичка. У нас становится единичка. А мы хотим еще прибавить единичку, то есть 2, да, получить. Но у нас закончилось место в разряде. И поэтому мы что делаем? Мы добавляем, то есть переносим в новый разряд, у нас становится единичка, нолик, да? Единичка, а здесь становится нолик. То есть единичка перешла в новый разряд. Это число 2, то есть 1, 0, это число в бинарном виде, да, которое равно 2, потому что у нас закончилось место в первом разряде, когда у нас была единичка, мы прибавили единичку, и поэтому единичка перешла в новый разряд. А если мы будем считать дальше, то, соответственно, мы прибавляем в освободившемся разряде единичку. Получается 1, 1, это в двоичной системе счисления, это тройка, то есть равно 3 в десятичной системе счисления. Если мы хотим считать дальше, прибавляем еще единичку, но видим, что у нас и этот разряд уже забиты. Соответственно, единичка переходит в новый, в третий разряд в двоичной системе счисления, а эти становятся новенькими, 0, 0. Но они освободились, видите? И теперь, если мы будем дальше 5, да, хотим получить, то есть это 4, 1, 0, 0, это в двоичной системе счисления, равно 4 в десятичной системе счисления. Если мы хотим считать дальше, то есть хотим получить 5 плюс 1 еще, да, прибавить, мы прибавляем в освободившийся разряд. Получается 1, 0, 1. Хотим еще прибавить 6 получить. Видим, что в этом разряде закончилось, значит единичка переносится сюда. Здесь становится нолик, а эта единичка переносится сюда. Вот так. То есть, грубо говоря, в двоичной системе счисления у нас быстрее заканчивается разряд. То есть, если в десятичной системе счисления у нас 10 различных вариантов есть от 0 до 9, да, включительно, а потом мы переходим в новый разряд.
то в двоичной системе счисления у нас, соответственно, только два варианта: нолик и единичка. Все, и потом мы сразу, то есть, переходим в новый разряд. Ну, я думаю, здесь должно быть понятно. Можете просто сами еще потренироваться, вот так посчитать прямо с нуля и по единичке прибавлять. То есть берете, так, нолик, окей, плюс 1, 1, еще плюс 1, то есть 2, но уже в двоичной системе счисления разряда не хватает, поэтому мы переносим единичку в новый разряд, а здесь как бы остается нолик. Еще плюс 1, 1, 1, 3. Еще плюс 1, 1, 0, 0, 4. То есть как только в двоичном разряде становится 1, да, и если вы прибавляете еще 1, значит вы переносите в новый разряд. То есть там становится 0 в этом разряде, а единичка переносится в новый разряд. Так вот, смысл в чем? Смысл в том, что компьютеры именно в таком виде хранят информацию. Смотрите, какими бы мы числами не пользовались, какие бы мы данные тут у себя вот на стороне, так сказать, пользователя не объявляли. Вот мы пишем целочисленный тип данных, там, десятичные числа используем, да, пишем 5. У компьютера это 5, оно на самом деле равно... Чему там? Сейчас 4. Оно равно... вот этому. То есть компьютер хранит на самом деле вот так. А если еще говорить честнее, так сказать, и до конца, то 1.0.1 это тоже абстракция, и за ней кроется железо, на котором хранятся напряжения. Единичка это побольше напряжения, а нолик это поменьше напряжения. Вот и все. То есть можете пока не забивать себе сильно этим голову, просто можете так для себя отметить, галочку поставить, что на самом деле даже 1 и 0, все вот эти двоичные как бы числа, и они даже являются тоже абстракцией, и под капотом, как говорят, да, что называется, есть железо, которое хранит переменные напряжения. Одно чуть поменьше для нуля, другое чуть побольше для единицы. Но это тема для отдельного большого разговора. Пока что запомните просто, что компьютер хранит все в бинарном формате, да, и при этом битики, вот эти битики, это называется бит, да, то есть один разряд, напоминаю, что один разряд в двоичной системе счисления называется бит, который является минимальной единицей хранения информации, да, на компьютере. Объединяются эти битики в байтики, а в байтике у нас 8 битов, то есть получается, грубо говоря, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот это 1 байт. То есть, по сути, это не что иное, как просто 8 разрядов в двоичной системе счисления. И то есть, вы можете сохранить сюда любые данные и представить их в том виде, как вам нужно. То есть, грубо говоря, компьютер, все, что мы делаем на уровне пользователя, это все абстракция. Когда мы работаем с десятичными числами, когда мы работаем с числами с плавающей точкой и с любыми другими данными, на самом деле где-то там глубоко они все равно описаны в бинарном виде. Так вот, еще раз, бит минимальная единица хранения информации, это один разряд, то есть либо 0, либо 1. А байт это 8 разрядов, то есть это 8 битов. Собственно, все. Это вот буквально краткий такой гайд чисто по тому, как данные хранятся в компьютере. Я считаю, что это просто необходимая информация. Ну, вы должны это понимать, иначе дальше просто будет труднее. Будет наслаиваться такой, как сказать, снежный ком по непониманию в плане вот этого момента, и потом будет сложнее даже. У меня, например, еще довольно много времени ушло для того, чтобы спроецировать потом еще представление бит-байт, но это я как бы довольно давно понимал, там еще слышал, да, но то, что еще нужно перейти к напряжениям и как это все выглядит на части железа, это тоже отдельно. Ладно, это все вам сейчас не нужно, а пока просто можете даже забыть на какой-то момент, ну как галочку себе поставьте, что там еще за этими нулями и единицами что-то в железе есть, какие-то напряжения. Все, пока можете оставить так, но обязательно запомните, что любые данные хранятся в бинарном виде. Все, ребят, всем спасибо, давайте, до скорого.